Для иностранцев, работающих в Турции, установлены минимальные заработные платы в различных областях. И если работодатель платит вам меньше, то у него могут быть серьезные проблемы. В Турции действительно установлены некие стандарты найма иностранных сотрудников. Во-первых, естественно, у иностранного работника должно быть оформлено разрешение на работу. Во-вторых, существуют минимальные заработные платы, ниже которых в различных отраслях иностранец получать не может. И в-третьих, работодатель должен делать на имя иностранного сотрудника отчисления в службу социального обеспечения СГК. Давайте с вами разберем сферы, самые популярные, в которых трудятся иностранцы на территории Турции, и, соответственно, минимальные заработные платы. Работник в сфере домашних услуг должен получать не ниже 2825 лир. Работник в сфере туризма и развлечений, аниматоры, танцоры, акробаты, сотрудники спа-салонов, массажисты и так далее. Для них зарплата минимальная установлена 5650 турецких лир. Далее, продавцы и маркетологи, специалисты по экспорту должны получать не менее 4237 турецких лир. Врачи и учителя в частных школах. Минимальная зарплата 8475 турецких лир. Инженеры и архитекторы 11300 лир. Старший пилот получает не менее 18362 лир. Еще раз хочу сказать, что это минимальные суммы. И поэтому работодатель должен делать отчисления в службу социального обеспечения СГК как минимум на основании этих цифр. В случае, если работодатель платит меньшую заработную плату или делает меньшее отчисление в СГК, то, во-первых, разрешение на работу такого сотрудника может быть отменено, а во-вторых, служба социального обеспечения, в свою очередь, может наложить на работодателя административный штраф, а также подать заявление в службу судебных приставов для взыскания выплат, которые были внесены не в полном объеме. Я еще раз хочу напомнить, что это именно условия для иностранцев. Для турецких граждан дела обстоят по-другому. И также есть сферы, в которых установлен лимит, выше которых иностранец получать не может. То есть, например, сфера муниципальное образование в университете. То есть там все по-другому устроено. И если работодатель вот в этих сферах, что я назвала, платит вам заработную плату меньше, то вы имеете право обратиться в суд для взыскания заработной платы. Ну, а если вы попали в ту сферу, где установлен высший лимит, выше которого получать не может иностранец, то там уже нужно смотреть. Если турецкий сотрудник на той же должности получает больше, чем вы, тогда у вас тоже будет право обратиться в суд. Я надеюсь, что ваш работодатель ведет себя с вами честно. Одна из сильных сторон, так скажем, наших адвокатов – это именно защита прав иностранцев в сфере трудового права. Поэтому под этим видео я особенно жду вашу обратную связь. С какими проблемами сталкиваетесь вы со своим работодателем? Попробуем дать вам дельный совет. Мы с вами встретимся совсем скоро. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить полезные и интересные видео. До встречи и всего доброго!